Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня утром меня что-то надразумило выдвинуться, дернуться вот на эту местность, на костер. Здесь вот такие кучи, они уже давно тут валяются, потихоньку так вывозят. Но они какие-то пустые, и тут опять уже кто-то лазил. Вон, все перекопано, перерыто. В тот раз я сюда приходил просто так глянуть, как тут обстоят дела. Находил какую-то вот такую половинку, то ли от подкладки, то ли от чего-то. Да, это опять какие-то подкладки древнегреческие. Вот первая моя находка, нашел вот тут. Просто пробежался тогда по кучкам, нашел вот такую половинку. И какой-то кругляш тоже увесистый, наверное, килограмма на 1,5. И все-таки решил сюда приехать спустя, наверное, недели 1,5. Я здесь был. Все-таки проверить, что здесь. Были копки. Мало было копков. Сегодня прям уже вот пришел. Все перерыто. Вон там, вон внизу кто-то доставал металл. Сейчас, короче, быстренько пробежимся. Если что-то попадется, то попадется. И двинемся опять с вами в лес. Всем приятного просмотра. Надеюсь, находки будут. Вот, кажется, еще одна запчасть. Вот еще такая половинка, третья. А металл-то здесь есть, друзья. Здесь такие вот попадаются половинки. Вот здесь просто куча вот таких вот полуподкладок, полунакладок. Это, скорее всего, мне кажется, вот такие накладки шли на вагонеточные рельсы, может, на узкоколейку какую-то. Фиг его знает. Что-то, мне кажется, вроде того. Вот такую штуку нашел. И вот болт вытащил. С этой кучки, наверное, взял штуки 4 вот такие. И вот стой, вон, самый большой. Не зря ее так всю расколупали. Кто-то добывал до меня. Я уже ничему не удивляюсь, кто как копает, кто как ищет. Просто приехал покопать металлолом. Поехали дальше. Вот на вот эти. Сейчас такой, короче, достаю. Думаю, что за хуйня? Я себе... Вау! Я трак нашел. Первый раз в жизни целый нашел. Зимой я находил только половинку от него, обломок. Очередная неплохая находочка. Такой вот уголок. Уже даже съехал с кучек. Вот в эту грязищу. И здесь валяется кое-какой металл. Уже второй нахожу в такой грязи. Кучка потихоньку растет. Вот что удалось собрать. Это всякая мелочевка. Вот что я выкопал. Еще даже не прошел вот эти вот кучки, которые слева. Еще вон 3 штуки надо пройти. Траков, к сожалению, пока больше найти не удалось. Попадаются опять плиты с арматурой. Они мешают. Копаешь, копаешь, думаешь металл, а там облом. Еще и кучи вот, которые там вот идут, вниз склон идет. Они, блин, опять вот с этим мазутом. Вот он. Сейчас вот эти 3 штуки пробью. Замерз уже. Здесь местность открытая, ветрище. Ветер. Замерзаешь. Надо таскать потихоньку металлолом. Таскать вон по грязи. Туда вон очень далеко. У меня там велосипед даже вон стоит вдалеке. Дороги совсем здесь нет. Интересно, что еще вон в тех будет попадаться. Но мне кажется, одно и то же, так как я находил вот перед этим 2 недели назад сюда приходил, или вроде этого, и находил вот в тех кучках. А вот этих, по-моему, еще и не было. Навозили недавно. Опять, друзья, находка в этой вот трясине. Что это у нас тут такое? О! Что это такое? Какая-то звездочка интересная. Вот, попалась и обычная накладка. Отлично. Еще прибавочка к металлолому. Блин, тут металлолома-то оказывается немало. Зря я сюда перестал наведываться. Тут вывозят уже, блин, давным-давно. Вон уж все застелили нафиг. Ну, везде ты уже не успеешь, согласитесь со мной, правда? Наконец-то я переправил весь свой металлолом оттуда сюда, ближе к дому. И это у меня заняло полчаса, можно даже сказать 40 минут. Сначала притащил сюда в руках трак, потом
взял велосипед и вот по этой гиперпереправе переправил его сюда, взял сумку, что-то грузил в корзину, что-то в сумку и потихоньку на велосипеде вот так вот сюда это все возил. Постелить, к сожалению, нечего вот на эту переправу, чтобы на велосипеде туда вывозить. Мне еще придется сейчас вот это вот таскать, все прятать, так как сейчас на велосипеде я ничего не заберу. Я только максимум положу вот эти вот 3 штуки в корзину. И что-то нагружу в сумку, так как корзину болтает. Если только катить велосипед, можно чуть побольше себе позволить положить в корзину. Здесь, короче, больше устаешь оттуда металл сюда таскать, чем когда там копаешь. Покопать опять, наверное, уже сегодня не получится, так как сейчас после обеда опять приеду и уже опять стемнеет. Новый день и новые погодные условия. Совсем непредсказуемые. Не стояло снега, вроде бы как зима была бесснежные, и вдруг нападал снег и пришли морозы. Сейчас пока доехал вот по этим качкам, весь, короче, измотался, лучше бы проехал вокруг и не мучился. Лужи все померзли, но кучи, как я и думал, еще не замерзли. Копать можно. Сейчас, друзья, поищем, пробежимся вот тут. Я давно уже не выезжал на это место. Поищем сейчас с вами что-нибудь. Не будем затягивать болтовней. Давайте приступим. Вроде бы таких существенных морозов-то не было. А вот лопата прям гнется. На некоторых местах прям промерз сверху грунт. А на некоторых копается хорошо. В чем дело, не знаю. Где-то примерно -5 было один день. Может 2 дня. И вот так вот все промерзло. Прошелся вон оттуда, и сигналов что-то вообще нет. Сейчас, короче, лопату сломаем и домой поедем. Какой-то сигнал был. Странно что-то, блин, сигналит где-то на 4, глубину показывает. Копаю, сигнал пропадает. Вот то же самое. Был сигнал, все, его нету. Не знаю, в чем дело, блин. Сейчас еще телефон доставал из кармана. Телефон у меня упал весь в грязи. Пришлось его переключать, так как кнопки не работают. Похоже, сегодня завершающий коп в этом году. Все, зима наступает. Ну вот, друзья, неужели первая находочка? Опять такая половинка. Ну, не половинка, она цельная. Такая вот накладочка. Еще +2. Находочка хорошая. Во, пошли, ребят, находки. Так, какой-то маленький трак, что ли. Вот здесь проушины. Такой вот малюсенький. Еще тут что-то есть. Какой-то вал. Вот еще какая-то штука. Прошлого раза не получилось сразу приехать на другой день или после обеда, так как свозил на велике 2 рейса, сделал, и все, и стемнело. Темнеет сейчас уже вообще 4:30, все, не видать ничего. Находки пошли.
Это хорошо. Копаем дальше. О, какое железо, лист какой толстенный. Ну что, дорогие друзья, на сегодня хватит. Уже нахожусь здесь практически без 10 минут 3 часа. Здесь иногда дует такой ветер неприятный, и поясница начинает подмерзать, спина снизу. Копался вот здесь вот, практически дошел до... Вон остались 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну вот те вот кучки, которые вот остались. В них вообще что-то ничего нету. Там одни камни, кирпичи. Одна хрень. Может, из-под какого-то фундамента разломали или что-то такое. Вот белые с песком, вот там, в них вообще ничего нету. Вот это вот все я прошел, здесь вот все проверил. Металл есть, металл хороший. Но его теперь опять надо таскать за 3-9 земель. В тот раз я нагружал на велосипед, в корзинку, в сахарную сумку возил кое-как потихоньку. А теперь вот эти вот колбяны все замерзли, и я не знаю теперь, насколько затянется моя перетранспортировка туда, металла. Это будет еще, наверное, с часик. Здесь железки тяжелые. Вот такие какие-то штуки откопал. Вот. Что это такое, вообще непонятно. Блин, килограмм 15. Такие вот железяки, уголки. Потом все покажу. Вот это сначала думал от статора какая-то штука. Нет, это какой-то черный металл такой в кругляш сделан. Вот, колодку там здоровую нашел. Вот таких вот еще несколько попались. В общем, сейчас главная задача вот это вот все перетаскать. Это будет очень затруднительно. Увидимся, друзья, когда уже, может, перевозкой займемся всего этого добра, или когда уже это все будет у нас лежать во дворе. Все, друзья, зима пришла и навалила, кстати, так не по-детски. Думали, сначала растает, стояли дожди после вот этих вот 2 дней снега. Но дожди куда-то испарились, завтра снег с дождем, ледяной дождь, и потом опять стоят минусовые значения, минусовая температура, и вряд ли что-то уже растает. Весь он за завтрашний день по-любому не растает. Вот такой марш-бросок к концу сезона удалось с вами провести. Неплохие находки, хороший металл, я думаю... Здесь за 2 дня, за 2 вот эти выезда точно будет 100. Хотел сначала взвешивать, но что-то я передумал, дорогие друзья. Так как здесь вот такие вот всякие детали, в них полно уже замерзшего песка, я долбил, никак ничего не выдалбливается. Невозможно отколотить уже примерзшие. 2-й день я уже копал такую вот мерзлятину, можно сказать, и уже все прихватило, схватило. Вот это вот подолбал какой-то мини-трак. Или что это такое? Что-то тут двигается даже. Я думаю, смысла взвешивать здесь особого-то и нет. Сейчас вот сами посмотрите, что я нашел, покажу. И можно будет прикинуть, что к чему. Вот тут очень много такого уже и снега. Вот пока он лежал здесь, намерзл на него. Да и ворочать как-то это неохота. Я сейчас пока разгребал, вон все руки уже мокрые. Вот такая вот колодка, друзья. Что у нас еще попадалось? Вот такая вот деталь. Сначала думал статор какой-то, а нет. Отдолбил там, тоже уже было все примерзшее. Вот такой чермет. Крючочек, какой-то вал попался. Кусок от него, наверное, обломанный. Или пруд такой. Что-то не особо понятно. Крышка какая-то с надписью. Уже не разобрать. Кальций, то ли не кальций какой-то. В общем, не знаю. Вот такие вот литые, увесистые запчасти маленькие. Вот литье. Тоже похоже что-то на колодку. Вот такие вот 6 подкладочек опять достал. Маленьких. Вот это вот вообще непонятно, что такое. Какая-то груда чего-то. Тяжелые. Хрен знает, что вообще такое. Какой-то металл. Здесь то ли все песком забито. Ну вообще не разобрать, что это такое. Уголок, вот такие вот треугольнички стальные, неплохие, толстые.
Вот это вот железнодорожная запчасть. Я не помню, как называется. Летом такую я доставал. Она тяжелая. В ней вроде где-то 14-15 что ли килограмм. Уже сейчас не вспомню. Люди мне писали в комментарии, что это такое. Я уже подзабыл, если честно. Вот еще чермет всякий попадается тоже. Вот смотрите, какой налет песка на нем. Застывший. А нет, вот еще одна, 7-я. Какая-то разорванная. И вот такой вот толстенный лист попался. Хороший. Вот это, видать, какая-то чугунина. Труба какая-то, наверное. Вот от нее половинка такая. То ли не труба. Вот. Тоже тяжелая. И вот еще чермет какой-то. Здесь еще что-то в сумке. Какие-то детали тоже тяжелая сумка. Не знаю, показывать вам или нет. Вот все с песком. Какие-то отрезки труб. А, вот еще. Вот тяжелые. Тоже вообще без понятия, что это такое. Металл хороший, увесистый очень. Ну, вон там всякая мелочь. Думаю, не буду доставать. Там вот какие-то зацепные устройства. Вот. Или проволока такая толстая. В общем, во второй день у нас получились вот такие вот находки. Давайте перейдем посмотрим находки первого дня. Я их, кстати, вроде бы уже даже все показывал. Но еще раз просто посмотрим. Здесь в стопке 12 штук. Плюс еще там 7 штук. Выходит 19. Сейчас просто одну вот взвешу для себя. Ради интереса посмотреть, сколько она весит. И узнаем примерный вес вот этих вот подкладочек. Примерно каждая весит такая болванка по 3400. Сделал расчет, подсчет. Получилось где-то в районе 64 килограмм. Ну, 60 килограмм здесь, я думаю, насчитается. Это уже вот такой вот результат. Одна подкладка у нас полноценная попалась. Вот какие-то детали. Не знаю вообще, что это такое. Похоже на какую-то лису, на мордочку. Болты. Вот. Тоже увесистый металл. Всякие какие-то отрезки попадаются. Тоже, кстати, тяжеленькие. Вот что-то тоже литье. Это вот какие-то чугунные трубы. Осколки. Вот тут еще один. Вон валяется. Труба сгнившая. Такие вот детальки. Вот звездочка какая-то интересная вообще попалась. Уголок длинненький, тоже тяжелый. Ну, в нем еще вот здесь засор всякий. Вот железки такие вот хорошенькие. Еще вот кусок уголка. Ну, это всякая жестянка какая-то и проволока. А, ну да, еще вот трак. Кстати, вот он наш трачок. Вот он. Я его немного отбил от мусора, но к нему теперь снег прилип. Вот такие дела. Вот все в снегу. Короче, ну ее нафиг, это взвешивание. Кстати, я еще выезжал, друзья, после вот этого вот дня. Выезжал на другой коп. Ну как коп, я там всего пробыл часик, так как в тот день начинался то и дело дождь. Там копал экскаватор, возили опять грунт. Я съездил на то место, когда уже там никого не было, выходной день. И не дал мне дождь там пошастать. Ну там, если честно вам сказать, ничего и нету. Вот такую одну подкладку нашел с костылями. И вот еще вал какой-то. Вот такой вот вал. Кусок, наверное, от него. И вот жестянка, всякий мусор. И там вот одна мелочевка. Она, конечно, тяжелая. Вот. Это часть пилы какой-то, что ли. В общем, здесь в этой сумке килограмм 10. Смело. Вот лежат железки, которые я взвешивал в прошлом видео. Опять все занесло. Сейчас организую, как в том году. Здесь очищу снег и просто навалю опять металл вот здесь вот кучу. Или до весны тут останется, потом свожу. Или, может, как-нибудь потом переправлю, почищу на кучу, все отволоку. Раз сдать опять в этом году нифига не получается, пускай лежит здесь до следующего сезона. Вот такой вот увлекательный сезон у меня с металлоискателем получился в этом году, если бы не болезни.
покопал бы еще какие-нибудь места другие, роликов бы получилось гораздо больше. Настает опять черед всяких бомжепоисков, так как зимой нигде не покопаешь, нигде не поищешь, будем искать, что придется. Пора отмывать от говна свой металлоискатель. Прибор у меня Quest X5, кто-то спрашивал. Для тех, кто не знает, покупала его на Авито. Если бы его сейчас увидела та женщина, которая мне его продавала, то минимум упал бы в обморок. Он ко мне приехал совсем как новенький, ни одной пылинки, ни одной царапинки, разве что были какие-то две маленькие совсем царапинки на катушке внизу. Во дворе, наверное, раза два с ним вышли. Все как-то хотел я сделать такой мини-обзор на этот металлоискатель, но все никак вот не получалось. Теперь вот же нападал снег, и можно для себя сделать какой-то отзыв, что же я все-таки приобрел и как он себя проявил. Пора заканчивать, друзья, болтовню, ролики какие-никакие будут выходить, и поищем что-нибудь, и впереди еще у нас много различных всяких разборок. Кто постоянно смотрит мои ролики, но до сих пор не подписан, подписывайтесь на канал, монетизации сейчас нет, ваши подписки для меня лучший мотиватор. Подписывайтесь, не ленитесь. Если кто-то хочет меня поддержать, ссылки на донат в описании, добавлю эти деньги, куплю себе на коп вискарик. Нажимайте лайки, дизлайки. Готовьтесь к новому сезону, отдыхайте, набирайтесь сил, впереди зима. Всем крепкого здоровья, всех обнял, всем пока.